Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все о монетах. Друзья, какими были первые находки наступившего Нового года у кладоискателей и просто случайных счастливчиков? Друзья, сейчас мы это узнаем. Я подготовил подборку из 7 редкостных находок, которые были найдены с 1 по 10 января 2023 года. Друзья, приятного просмотра! Уважаемые зрители, открывает наш обзор римский клад на берегах Балтики. Первым новогодним кладом можно назвать клад, который повезло откопать жителю Калининграда. Я у себя в огороде нашел редкие римские динарии, 177 штук. Все как положено. Сдал в полицию на улице Яналова, 56. Уже более месяца от них нет никаких известий, сообщает Дмитрий. Мужчина признался, что не сразу понял, что монеты представляют исторический интерес. Однако, как он сам утверждает, в интернете ему удалось найти информацию о них. В пресс-службе регионального УМВД подтвердили, что монеты Дмитрий Зукао действительно передавал. Клад лежит в отделе. Позже сотрудники планируют передать их на экспертизу в историко-художественный музей. Оценка клада будет делом Министерства культуры. Продолжает наш обзор римские монеты и золотой дукат. Друзья, житель белорусского города Жлобина Алексей, кладоискатель с 15-летним стажем. Он участвовал в раскопках, проводившихся на востоке Белоруссии, сотрудниками Академии наук. Он не стал археологом, но первый опыт участия в раскопках привел его к новому хобби – кладоискательству. Алексей рассказал, что старейший, найденный им на востоке Беларуси клад, состоял из 15 римских монет начала нашей эры. Также копатель утверждает, что держал в руке золотую монету 2 дуката, оцененную в более 10 тысяч долларов. Но, по словам Алексея, чаще всего попадаются баратинки, медные копейки Польского королевства и Великого княжества Литовского. Чеканились в 17 веке. Красноярский курган. Рабочие, расширяющие современное кладбище на окраине Красноярска, обнаружили, что холм, который они сравняли, был доисторическим курганом скифской культуры первого тысячелетия до нашей эры. На место были вызваны специалисты, которые провели раскопки. Это первый курган, раскопанный в Красноярске за 65 лет. В кургане обнаружилось захоронение, а также множество ценных предметов, начиная от бус и заканчивая бронзовыми пластинами, символическими бронзовыми кинжалами и боевыми топорами, а также ножами, зеркалами и иглами и керамическими сосудами с едой. Предположительно, это вещи представителей элиты тагарской культуры, населявшей Южную Сибирь между 8 и 2 веками до нашей эры. Генетически тагарская культура связана со скифами Евразийской степи бронзового века. Культура тагар имеет много общего со скифской, включая изображение животных с многочисленными деталями. Например, перед вами олень с замысловатыми рогами. На 4-м месте снова чешуя. Этот клад был найден ранее, чем заявленный период. Вот что описывал автор. Ребята полдня искали клады на вспаханном поле. Устали. Присели на краю перекусить. Рядом был небольшой заросший овражек и речка. Один из товарищей решил спуститься по малой нужде и по привычке взял в руки металлоискатель. На обратном пути поймал смешанный сигнал, ковырнул и вуаля! 400 штук чешуек. 20% из них считаются нечастыми. Продолжает обзор кратенький клад из Эстонии. В Ида Вирума с помощью металлоискателя обнаружили клад из 2 оловянных кружек и десятка украшений. Предметы приблизительно датированы 16 веком. Друзья, этот клад копали почти 50 лет. Эта история не о свеженайденном кладе, но внимания стоит.
В среду 4 января стало известно, что сокровище, состоящее из 4001 римской монеты, поднято с места древнего кораблекрушения во II веке нашей эры. Было выставлено в музее Аквитании в Бордо, Франция. В составе этих сокровищ сестерцы, сделанные из орехалка, похожего на латунь, сплава цинка и меди, датированные периодом от правления императора Клавдия 41-54 года нашей эры до правления Антонина Пия 138-161 года нашей эры. Это самый значительный римский клад во Франции. Первые монеты из клада были обнаружены случайно в 1965 году во время дноуглубительных работ на реке Гаронна. С тех пор монеты появлялись партиями на протяжении десятилетий. Некоторые даже находили на частных строительных площадках, на которые завозили песок со дна Гаронны. И самая свежая находка была в декабре 2022 года. Так, несколько монет из орехалка снова пополнили клад. Есть предположение, что в кладе может быть еще около 800 монет. И в завершении нашего обзора, друзья, еще один очень интересный клад. Он мелкий. Фотографии этого небольшого медного клада появились в соцсетях. Из информации лишь только известно, что все 66 монет были в одной ямке, и откопаны они с металлоискателем старой модели. Судя по фото, в составе клада медные монеты периода правления Екатерины II. Друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация моего канала, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.